Всем привет! Сегодня у нас обзорчик на героя Эловин. На мой взгляд, это лучший хил в игре на данный момент. Лучшей она является, на мой взгляд, именно благодаря сочетанию всех своих навыков. Потому как, если брать конкретно хил, есть в принципе кто и получше хилит. Но в сочетании всех навыков она выигрывает. Разберем ее навыки. С автоатаки, понятно, он накладывает эффект исцеления на 3 союзников в пределах дальности. Второй. Призывает одного древесного эльфа, который исцеляет всех окружающих союзников каждые полсекунды с множителем исцеления равным 100 в течение 10 секунд. И при полной прокачке у него откат 30 секунд. Есть еще такая приписочка, что в любой момент времени на поле может находиться только один древесный эльф. Это относится к 5-й пробуде, потому что там у нее сбрасывается после ульты вот этот откат, и можно сразу призывать второго. Вот, поэтому есть такая приписочка, что сразу двоих нельзя вызвать, нужно дождаться, пока мисс первый исчезнет. Особенность еще этого эльфа такова, что можно его выставлять на поле, вне зависимости, даже если у вас полностью весь состав уже выставлен, ограничения есть уже все. То есть, допустим, персонажа боевого какого-то вы поставить не можете, но эльфа древесного можно выставить на поле. Кроме того, его можно продать, на этом заработать несколько монеток. Это в таких моментах, как на 3-м рейде, когда дорогих персонажей где-то выставляете, которые на флангах стоят, такие как, допустим, Маул, или Никс, или Рыба. 3-й навык. Эта пассивочка у нас восстанавливает ярость всех союзников на 3% максимального запаса каждые 3 секунды. Особенность в том, что не только в области ее действия, а в принципе на всем поле. То есть все союзники, которые находятся в данный момент на поле битвы, у всех бустится ярость. Соответственно, этим она лучше той же Hollow, которая бустит ярость только в области действия. Залив ярости очень помогает, помимо, очевидно, клан-босса и других локаций, очень помогает на 3-м стиксе тем, что заливает ярость Сэдди, и то успевает откатиться ульта к удару босса. И также очень хорошо помогает древесный эльф, который также подсейвливает всю команду. В данном случае он очень нужен Сайлосу, без него он бывает не выживает. Соответственно, тоже можно получать неплохие цифры. И ульта тоже очень полезная, потому что помимо хила она еще снимает все ослабления со всех союзников в пределах дальности. И кроме этого, да, она во время ульты увеличивает зону хила на 3 клеточки слева и справа. Действие ульты можно разобрать вот на клан-боссе. Видно, Салазар хилится по 3500, и во время действия ульты дополнительно получает по 4400. То есть действие ульты увеличивает зону хила в каждую сторону по 3 клеточки. Также ее ульта будет очень эффективна на 2-м боссе Кодекса Бессмертных, там где она снимает антихил, который накладывает босс. Артефакты. Я в основном использую кольцо корня, но также ей подойдет сфера эйфории, эпитафия Элизиума, тоже отлично подойдут. Снаряжение. Значит, можно использовать воеводу, отлично подойдет спасение, увеличивает эффект исцеления на 25%. На крайний случай можно бедствие еще брать. Конечно, само собой капля и Асклепий. Это лучшие 2 сета для нее. Какие параметры выбирать? Давайте проверим. Потому что есть споры по поводу того, что эффективнее. Атака, либо эффект исцеления. Вот сейчас я ее делал. 3 шмотки с эффектом исцеления в основе. И давайте где-нибудь ее протестим, как она будет хилить. Пойдем
Ну, в компанию давайте пойдем. Так. Компания. Давайте. Скорость побольше поставим. Так, гнева ставить не будем, у него свой хил есть. Поставим танчика. Так, и теперь Эловин выставляем, смотрим. $12,216. Понятно. Стабильно одинаковая цифра всегда. Теперь снаряжение. Вот. Атака. Атака. И атака. Все, то есть сила у нас упала. Вроде бы плохо, да? Все 3 шмотки с бонусом атаки в основе. Посмотрим. $13,493. Разница есть. Но насколько она велика, насколько это принципиально конкретно для вас, это уже смотрите сами. То есть где вы ее используете. То есть на КБ, например, она у меня ходит. Там вообще у нее 2 шмотки идут на эффект исцеления и 1 на залив ярости. Если использовать на второго босса в Кодексе Бессмертных, то там лучше добавить ей атаки и одну вещь поставить с бонусом на хп, чтобы хпшки было побольше, чтобы она не помирала просто, потому что бьет он довольно больно, чтобы она все это дело выдерживала. То есть в зависимости от ситуации вещи ей можно переодевать, смотря куда отправлять.